Я люблю игры Remedy и проходил первую часть Алана Вейка дважды, так что после прохождения второй могу сказать одно. Надеюсь, следующую часть не придется ждать 13 лет. Всем привет, с вами Tiger Hacks, и сегодня я расскажу, почему Alan Wake 2 одна из лучших игр года, как игра испытывает игроков и почему она обречена на провал. Разогревайте котлетки из оленины и присаживайтесь поудобнее, ведь мы начинаем. Начинается история Alan Wake 2 спустя 13 лет после оригинала, прямо как в реальной жизни. И играть нам сперва придется отнюдь не за знаменитого писателя. Он, напоминаю, в конце первой части спас свою жену, но сам оказался заточен в озере Cauldron Lake, где и провел все это время в попытке сбежать. Сага Андерсон, агент ФБР и по совместительству второй протагонист, приехала к зловещему озеру с напарником, чтобы расследовать странные убийства, совершаемые безумным культом. Но в процессе, к своему удивлению, сталкивается с потусторонними сущностями, а также замечает, что жители городка близ озера ее откуда-то знают. По ходу истории игрок попадает в кучу передряг и хитросплетений между мирами. Спойлерить сюжет не буду, однако в конце ролика еще обсудим финал игры. Сейчас же скажу точно, это лучший сценарий в этом году, если не за пару лет. То, какую комплексную историю смог написать Сэм Лейк, сложно описать. Ведь в ней учтены не только перипетии оригинальной игры, но и всех игр Remedy. Причем в игре нет каких-то роялей из кустов, глупых сюжетных дыр для шокирования игрока и так далее. Каждый сюжетный поворот происходит плавно, с расстановкой крючков и подсказок, которые можно заметить при повторном прохождении или большой насмотренности. Вообще, игра ощущается как классный многобюджетный сериал, во что явно и метили разработчики. Сюжет разбит на главы, будто смотришь отдельные серии, постоянное смешение реальной съемки с игрой размывает грань повествования, а отличная режиссура в кат-сценах на движке игры доводит это ощущение до максимума. Ну и стоит отметить, что это было бы невозможно, не будь Alan Wake 2 самой технологичной игрой на данный момент, о чем пора поговорить. Alan Wake 2 технологически революционная игра, и чтобы это отрицать, надо быть либо нонконформистом, либо абсолютно оторванным от реальности человеком. В Алане используются меш-шейдеры, которые позволяют сильно увеличить FPS в сценах с большим количеством геометрии. Благодаря этому в игре нет, не миллион FPS, как вы могли подумать, а детализация и количество моделей просто зашкаливает. Каждый камешек в лесу и кружка в столовой имеет безумное количество полигонов, и расставлены объекты так плотно, что создается ощущение осязаемости мира. А тени и отражения доводят картину до такой правдоподобности, что порой ты забываешь, что перед тобой вообще-то видеоигра. А я напомню, Alan Wake 2 — это хоррор. И эта игра пиздец какая страшная. Вообще, это survival хоррор, который я терпеть не могу, о чем говорил в ролике о 4-м Резиденте, но тут уникальная ситуация. Alan Wake 2 геймплейно почти полностью копирует ремейк 3-го Резидента, но при этом, в отличие от знаменитой серии, не заваливает мясом на постоянной основе. Каждая схватка — это событие, к которому долго готовят, сгущая атмосферу, подкидывая весьма сложные загадки и рассказывая историю. Именно поэтому игра пугает почти до самых титров, пока игрок не получает весь арсенал и темп игры не увеличивается, но об этом чуть позже. Игра использует все возможные уловки и фобии, чтобы у игрока стыла кровь в жилах. В эпизодах за сагу это полный набор из книг Стивена Кинга. Геронтофобия, боязнь воды, леса и прочих вещей, часто встречающихся в сельской местности. Тем временем эпизоды за Алана пронизаны отчаянием. В темной обители мы бродим по мегаполису, в котором нет людей. Только тени гуляют по улочкам города, и ты никогда не знаешь, кто из них желает тебе смерти. Что порой фрустрирует, но об этом в конце ролика.
Играя за знаменитого писателя, ты постоянно ощущаешь два чувства: одиночество и паранойя. Ты единственный человек, бродящий по опустевшим улицам, и никто тебе не поможет. Но опасность повсюду. Картины монстров на стенах, темная сущность, бродящая по твоим следам, а также безликие тени. Ты не знаешь, откуда именно придет удар. Слева, справа. Обернись. Пожалуй, самое время поговорить о главном факторе страха. Саунд-дизайн второго Алана не дотягивает до аудиофильского разврата из ремейка The Last of Us. Тут нет такой дотошности и разнообразия звуков. Но все они стремятся сделать игроку неуютно. Бежишь по улице, и вдруг искаженный шепот доносится из темного переулка. Читаешь записку по колено в воде, а в ней кто-то прячется. Идешь по следам монстра, и тут... Суки вы, Ну и слушаете вы все это и, наверное, думаете: а почему такая великолепная игра, по твоим рассказам, обречена на провал? Дело в том, что игры Remedy известны своими отличительными чертами, главной из которых являются запутанные, комплексные сюжеты, уважающие интеллект игрока. И тут Alan Wake 2 превзошел всех, ведь чтобы полностью проникнуться игрой и понять сюжет, тебе надо не просто посмотреть краткий пересказ первой части в меню и начать новую игру, как это обычно бывает, пройти первую часть Alan Wake, DLC American Nightmare, Quantum Break, Control и DLC к нему AOE, при этом иметь видеокарту минимум 2060, ведь вышеупомянутые меш-шейдеры поддерживаются только начиная с этой линейки. Да, большую часть из этого можно обойти, купив игру на консоль и посмотрев ролики Менталиста по всему перечисленному, чтобы освежить воспоминания. Но на этом препятствия не кончаются. Как я уже говорил, в игре довольно много сложных загадок. И я преуменьшил степень их сложности, ведь порой они заставляют тебя вспомнить школьную программу и решить уравнение. Что в этот момент испытывает обычный игрок, привыкший в каком-нибудь эксклюзиве Sony получать миллион подсказок спустя секунд 10 тупника, мне сложно представить, ведь единственная подсказка, которую он тут получит, выглядит как-то так. Ебать ты тупой. Не помогает делу и боевая система, которая имеет серьезные проблемы, хоть она и сильно отличается от оригинала с его однотипностью. Да, тебе все еще приходится развеивать тьму, снимая броню с противников, но разнообразие их сильно возросло, импакт от стрельбы ощутимо лучше, а арсенал гораздо богаче. Как я и говорил ранее, игра очень ориентируется на серию резидентов, но не всегда выдерживает правильный ритм. Многие противники ломают динамику боя, делая молниеносные рывки в сторону, что поначалу не доставляет проблем, даже бросает какой-то вызов. Но под конец игры столкновения становятся все чаще, а противников больше, что заставляет игру рассыпаться, ведь, как бы ты ни хотел, довольно неуклюжий протагонист не поспевает за всем происходящим, получая дешевый урон. А в секциях с Аланом игра порой откровенно бесит. Как я уже говорил, тени, преследующие Алана в темной обители, вызывают паранойю, ведь ты не знаешь, какая из них враждебная. Но со временем это начинает просто фрустрировать. Ведь изгонять каждую встречную тень никаких ресурсов не хватит, а значит, ты осознанно начинаешь пробегать мимо, готовясь отхватить по хребту. По итогу впечатления от боевки остаются смешанные. Вроде шаг вперед был сделан, но отполировать все до конца, к сожалению, у разработчиков не вышло. Чего еще у создателей не вышло, так это закончить сюжет.
Постараюсь без спойлеров, но финал у игры в лучших традициях второго Half-Life оставляет игрока с отвисшей челюстью. И я очень надеюсь, что окажусь неправ, игра окупится, ведь тогда нас ждет что-то на уровне последних Мстителей. Либо у них не хватит денег и придется ждать еще лет 10, 15, 40, не знаю. В совокупности финальное впечатление от игры остается отличное. Особенно если вы фанат Remedy, как и я, проходили все их игры. Alan Wake 2 дарит кучу эмоций: страх, радость, любопытство и иногда фрустрацию. Совмещая детективное расследование в эпизодах саги с мрачным сотворением ужаса за Алана, игра погружает в круговорот мрачной истории вовремя, разбавляя это все приятным юмором. И под финал дает надежду, что впереди есть еще светлое будущее. Подписывайтесь на канал и не болейте. Обнял.